Национальный центр «Россия» — это общественное пространство, в задачи которого входит укрепление национальной идентичности, формирование чувства гордости за страну и развитие профессиональных навыков детей и молодежи. Этот масштабный проект создан указом президента Владимира Путина 1 июля 2024 года для сохранения наследия международной выставки форума «Россия» и демонстрации достижений страны на постоянной основе. Национальный центр «Россия» — это территория 28 тысяч квадратных метров. Гастрономические ряды. Выставочное пространство площадью более 6 тысяч квадратных метров. Конгресс-зал на 600 человек. Универсальный зал на 1600 человек. Деловая зона. И даже универмаг площадью 150 квадратных метров с лучшими российскими товарами. Здесь проходят культурные, образовательные, деловые и другие общественно значимые мероприятия. Национальный центр «Россия» — это место пользы, место гордости и место сил для всех жителей нашей страны. В Стокгольмском концертном зале состоялось вручение Нобелевских премий 1965 года. На церемонию прибыли король Швеции, члены королевской семьи. По традиции каждого лауреата Нобелевской премии сопровождает представитель Королевского министерства иностранных дел. Среди лауреатов один из ведущих литераторов современности Михаил Александрович Шолохов. Выступавшие подчеркивали огромный вклад Шолохова в мировую литературу. Король Швеции Густав VI Адольф вручил писателю медаль и диплом лауреата Нобелевской премии. «Я горжусь тем, — сказал Михаил Александрович, — что эта премия присуждена писателю русскому, советскому». Тихий Дон, конечно. И вот почему. Та был молод. Работала с яростью. Впечатления свежие были. И лучшие годы взросления были отданы ему. Но кроме этого, все-таки работа над Тихим Доном с 25 по 40, 15 лучших лет. Видимо, поэтому все это ближе, дороже.
Добрый вечер, уважаемые гости. Рада приветствовать вас в Национальном центре России на нашем авторском мероприятии. И сегодня мы с вами собрались в честь 120-летия со дня рождения великого русского писателя Михаила Александровича Шолохова. Михаил Шолохов — это фигура, повлиявшая на отечественный и мировую, и литературу, и мировую культуру. Его произведение, в том числе «Тихий Дон», стало величайшим культурным феноменом, которое оставило глубочайший след в сознании нескольких поколений. И сегодня у нас два выдающихся специалиста, которые помогут нам глубже разобраться в творчестве великого русского писателя и оценить и понять масштабы его влияния на отечественную культуру и кинематограф. Позвольте вам представить Дворяшин Юрий Александрович, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института мировой литературы имени Горького Российской академии наук, главный редактор Шолоховской энциклопедии. Сопелев Сергей Васильевич, руководитель гражданско-патриотической секции Московского отделения Российского военно-исторического общества, историк, политолог, почетный доктор Академии истории труда и промышленности. Михаил Шолохов родился 24 мая 1905 года на хуторе Кружилинский, станция Вешенская, в семье простого служащего. О том, как стать лауреатом Нобелевской премии и пройти такой долгий, сложный путь, имея несколько классов образования, от простого каменщика до лауреата Нобелевской премии, мы сейчас с вами об этом поговорим. Юрий Александрович, вам первое слово. Спасибо большое. Дорогие друзья, я очень рад приветствовать вас в этом замечательном зале и поздравить вас с уникальным праздником, который мы все переживаем и которому радуемся, с юбилеем 120-летним великого русского писателя, нашего гения Михаила Александровича Шолохова. Вы знаете, рассказать о Шолохове очень сжато, в нескольких десятках слов, чрезвычайно сложно. Но прежде всего потому, что Шолохов, как вы понимаете и уже чувствуете и хорошо знаете, Шолохов – эпический писатель. Его нельзя охарактеризовать так, как можно охарактеризовать поэта. А с другой стороны, или в то же время, я бы сказал, что Шолохов и судьбу имеет такую, которая отличается прежде всего своей широтой, эпичностью, со всеми признаками очень активного участника во всем, что происходило в жизни его родной страны, и с его всегдашним стремлением погрузиться в самую глубину, в самую сущность тех процессов, которые происходили в судьбе его родного народа. Вы знаете, мне кажется, что было бы, наверное, наиболее уместно начать такое краткое сообщение о Шолохове цитаты из высказывания замечательного писателя Чингиза Тарикуловича Айтматова. Не сомневаюсь в том, что вы знаете или, во всяком случае, слышали это имя. По своей национальности, по своему происхождению это киргизский писатель, но вместе с тем это и русский писатель, который вошел в сознание нашего народа в конце XX века и в начале, в первые десятилетия XX века. В 2018 году его, к сожалению, не стало.
Так вот, Чингис Айтматов произнес такие слова, чтобы быть абсолютно точным, я просто процитирую. Когда мы говорим «эпоха Пушкина», то к этому не нужно прибавлять ничего другого. В нем, в Пушкине, вся тогдашняя Россия. Я уверен, что наше время будет называться эпохой Шолохова. Конец цитаты. И я думаю, что вот сейчас мы с вами, знакомясь с ситуацией в общественной жизни, особенно в развитии культуры, литературы в том числе, можем с уверенностью сказать, что слова Айтматова в полной мере подтверждаются. Мы обнаруживаем в творчестве Михаила Александровича Шолохова ответы на многие вопросы, которые для нас, современников эпохи, могут показаться неожиданными. Но Шолохов все предвидел, Шолохов все предсказал. И поэтому внимание к Шолохову необыкновенно важно для того, чтобы и сегодня как-то определить свою личную позицию в этом непростом мире сегодняшнем. Вы знаете, вот совершенно верно Кристина начала с разговора о том, а как вообще ответить на те вопросы, которые Шолохов своей судьбой ответил. Ну вот, в частности, как понять, что мальчик из провинциальной России, с берегов Дона, не получив широкого, полного, общего и тем более высшего образования, создал такие гигантские, великолепные художественные произведения, как романы «Тихий Дон» и «Поднятая целина». Вы знаете, ответить на этот вопрос, конечно, очень трудно, потому что природа гения – это что-то непостижимое, ее невозможно вычислить математически. Это что-то в самой природе, что можно только почувствовать, ощутить сердцем, так сказать. И вот о Шолохове, я думаю, это вполне можно сделать, имея в виду вот особенности его биографии, особенности его судьбы, особенно начала судьбы. Дело в том, что общеизвестно, что уже и было сказано о том, что Шолохов родился на Дону, и в детские годы уже очень активно и творчески погрузился в особенности бытия и быта донского казачества, которое по природе своей, по особенностям человеческих отношений, по особенностям каких-то принципов, по особенностям нравственных ценностей, которым всегда казачество было верно, формировал свои собственные позиции и отношения к жизни. И это во многом определило в конечном итоге и результаты его, в том числе и художественной деятельности. Вот очень часто задаются вот этим вопросом. Ну как вот, откуда это в Шолохове взялось? Вот 4 класса образования. Примитивный вопрос, потому что он по отношению к каждому. Вот каждый, поставьте себя на это место и задайте себе вопрос, сможете ли создать на основе вот такой подготовленности какое-то масштабное, глубокое произведение. Но, понимаете, есть какие-то вещи, есть какие-то ценности, которые даются человеку от рождения. Вот когда говорят, вводят такое понятие, как гений, гений рождается не в результате только хорошего образования.
он должен иметь еще очень глубокие, какие-то оригинальные, совершенно самобытные внутренние качества, и интеллектуальные, и нравственные, и духовные, и так далее, и так далее. Вот приведу небольшой пример, чтобы это было понятно. Вы знаете, вот о Шолохове написаны, о его биографии написаны целые книги, и они общеизвестны. Ну, в частности, вот назову такого автора, как Валентин Осипов, большая книга, Михаил Александрович Шолохов. Там подробно рассказывается, вот тогда родился, вот тогда пошел в школу, вот тогда получил там 2-3 класса образования, вот тогда что-то читал и так далее, и так далее. Но ответить на тот сакраментальный вопрос, который я задал, конечно, невозможно на основе только этих сугубо биографических, календарных сведений. Но когда мы погружаемся в какие-то неведомые глубины личности Шолохова, которого он обладал уже в раннем детстве, мы понимаем, он с этими качествами родился. Вот я не сомневаюсь в том, что вы либо читали, либо, по крайней мере, слышали о том, что в последнее время особенно привлекательным исследованием судьбы и творчества Михаила Александровича Шолохова является книга Захара Прилепина «Шолохов незаконный». И я хотел бы обратить внимание на то, что вот Захар Прилепин одним из первых отвечает на тот вопрос, который я задал. Откуда вот в этом пацане, провинциальном, не получившем, так сказать, какого-то фундаментального образования, вот эти гениальные качества? Вот если вы откроете книгу Захара Прилепина, то в самом начале вы прочитаете строчки о том, как в самом детстве Миша Шолохов производил просто потрясающее впечатление на окружающих. Там описывается буквально небольшая сцена. Вечерняя пора. Группа казаков обсуждает какой-то очень актуальный вопрос. То, что происходит либо в политике, либо на фронте где-то. И страсти накаляются, говорят о многом. И отец будущего писателя Александр Михайлович Шолохов вдруг оглядывается и смотрит сзади сын. Глаза необыкновенно устремлены на всех говорящих, в полной мере вбирающие этими глазами и ушами то, что говорится, и то, о чем рассказывается. Отец спрашивает: «И ты здесь, Миша?» Кивает головой, не имея возможности в полной мере, в полный голос ответить: «Здесь». Вот это какое-то, знаете, как пчелиные соты, это выражение Захара Прилепина. Вот что представлял уже в детстве юное сознание, юный мозг и юное сердце будущего писателя, автора «Тихого Дона». Он уже тогда отличался вот какими-то чертами, резко выделяющими его из окружающих. Но это было начало. Далее было необыкновенно глубокое, очень внимательное погружение в народную жизнь. Вот чем Шолохов отличается более других авторов 30-х, 40-х годов. Это степенью погружения в народную жизнь. Шолохов знает эту жизнь настолько глубоко и точно и передает ее адекватно,
как никто из современников. И это как раз вот та основа, тот принцип, который определяет его самобытность, его необыкновенность в его художественном творчестве. Рассказать о Тихом Доне или и о поднятой целине буквально в 3, 4, в 10 словах необыкновенно сложно. Но, тем не менее, хотел бы обратить ваше внимание на то, что Шолохов вводит своих читателей в такой глубинный мир русского крестьянства, которого в то время не было. Вот Шолохов совершает просто фундаментальный переворот в литературе. Все ли понимают сегодня, что этот переворот был совершен? Наверное, нет. Но следует обратить внимание вот на что. Дело в том, что в XIX веке и в первые десятилетия XX века русское крестьянство изображалось прежде всего, как ни странно, изображалось в каких-то ситуациях упадничества, как бы недоразвитости, какой-то слабости и так далее, и так далее. Причем это мы можем наблюдать не только в произведениях, ну, скажем, не гигантских писателей, но и в произведениях писателей выдающихся. Вы, конечно, знаете Ивана Алексеевича Бунина. Вспомните его повесть «Деревня». Какое впечатление от изображенной в деревне крестьянской массы остается? Какая-то недоразвитость, бескультурье. Причем бескультурье не только в отсутствии образования, а вообще вот какой-то неразвитости духовности. Это Бунин, один из крупнейших писателей начала XX века. И таких примеров можно приводить достаточно много. Шолохов вот все это отвергает. Он показывает именно то, что было как бы закрыто, неявно проявлялось в русском крестьянстве. А крестьянство – это и было главная составляющая русского народа. Около 80% крестьянства. Вот из чего состоял русский народ вот в тот период, о котором я говорю. Юрий Александрович, смотрите, вы сами изучаете феномен гениальности, и вы неоднократно говорили об этом в интервью. И мне кажется, еще одна из гениальностей именно Михаила Александровича в том, что он не только поднимает такие глобальные насущные темы, и подробно он изучил быт и культуру крестьян, но еще и сняли прекрасные фильмы по роману Шолохова. И я, когда проводила деконструкцию передачи своей, я проводила опросы, какие у зрителей самые любимые фильмы о Великой Отечественной войне. И всегда называли «Судьбу человека», и они сражались за Родину. Вот это просто топ фильмов, которые нравятся всем. Давайте еще, наверное, поговорим о том, как Шолохов прекрасно поднимал эти темы. Именно через какие-то личностные взаимоотношения, через личностные переживания он освещал именно тему Великой Отечественной войны. И давайте, наверное, Сергей Васильевич, вам слово. Прекрасно. Да, добрый день. Сопелев Сергей Васильевич, историк, политолог. И уже было много сказано, кто такой Шолохов, что он значит для нашей истории. Ну и самые главные его вещи. Считается, что у него самых главных 3 – это
Тихий Дон, это поднятая целина, и это они сражались за Родину. Хотя судьба человека не менее известна. Так вот, я, наверное, не хотел бы сегодня говорить про Тихий Дон, потому что это вещь совершенно космическая. Она вот просто стоит отдельно от всего, что есть у Шолохова и что есть у всех остальных советских писателей. И если говорить об этой вещи, то ни о чем другом говорить не надо было бы. Но поскольку уже об этом романе было сказано, то я остановлюсь на других вещах. Шолохов нам рассказал, кто мы есть, что в нашей крови есть такого, что не снилось никаким европейцам, никаким американцам, как мы умеем преодолевать лихолетие. То есть если на наш народ, на нашу страну придет какая-то беда, какая угодно, хоть пандемия какая-нибудь, хоть фашист на нас пойдет, как мы сплачиваемся и как мы этому противостоим, сколько в нас стойкости, что в нашей крови есть такое, что в нашем ДНК есть такое, что отличает нас от всех остальных, почему нас невозможно победить на поле боя, что с нами творится, когда наступает тяжелое время, то есть мы объединяемся вокруг какой-то идеи, вокруг какого-то лидера, какой бы он у нас ни был, что для нас значит вера. И вот про все про это нам рассказывает Шолохов. Он даже не столько рассказывает, сколько он показывает, как люди живут, а вы сами посмотрите, как и чем они живут, и тогда, если вы хорошо вникнете в то, что он пишет, вы почувствуете, что нас отличает от всех остальных. Ну вот у меня один из вопросов был о феномене русского национального характера в рассказах Шолохова о Великой Отечественной войне. На самых простых, казалось бы, незамысловатых примерах, такие как разговоры в окопе или в землянке, или во время промежутков между боями, в разговорах показано, какие вещи, из чего сотканы эти наши герои. Вообще ничего из себя не представляющие. Лопахин, вот в фильме его сыграл великий Шукшин, Василий Макарович. Низкорослый, кстати, всю жизнь самому Шолохову говорили, росток, да ничего, главное, чтобы душа великаном была. И вот здесь тоже росток, да ладно, ничего, все у тебя получится, там и у женщин молочка возьмешь, и сметанки, и масло, если надо. Главное, на душу смотрит. Все вот это показывает Шолохов в своих рассказах. Очень интересно тоже, вот мне приходилось много читать, кто пишет о нем. И Шолохов-то в основном выдает само полотно, какие-то случаи, какие-то разговоры, какая-то стойкость в окопах, в боях. А вот когда о нем рассказывают другие писатели, или вот дочь очень много о нем пишет, вспоминает, Мария Михайловна, когда их читаешь, понимаешь, насколько велик этот человек, как он передал нам истину про нас самих. И есть еще один момент. Тоже в некоторых выступлениях я поднимаю вопрос, что есть писатель-власть-народ. То есть, когда мы рассказываем о том, что из себя представляет взаимоотношение Шолохова с народом, вот это то, о чем мы сейчас с вами поговорили. Но есть еще немалая вещь, как взаимоотношения писателя, настоящего художника, великого художника и власти. И изучая биографию Шолохова, конечно же, это очень интересный момент. На мой личный взгляд, наша власть, в лице Сталина в первую очередь, только двум художникам, двум писателям разрешила столько, сколько не разрешала больше никому. Это, пожалуй, Шолохов и «Мастер и Маргарита», значит, кто написал? Да, Булгаков. «Мастер и Маргарита» — другая вещь, а вот «Бег», вот «Белая гвардия», «Дни Турбиных», вот больше, кроме Шолохова, власть, наверное, никому не позволяла столько балансировать на грани. Здесь очень важно
понимать, у любого писателя, у любого художника самое главное – это самовыразиться. У читателя, чтобы это было зачитано до дыр. У издателя, чтобы был рейтинг у издательства. А у власти, ну, у военной своя правда, а у политической власти, чтобы это не наносило какой-то угрозы и обществу в целом, и власти. И вот Шолохову позволяли писать такие вещи, ну, уж я не говорю, что он написал в «Тихом доне», в «Поднятой целине» тоже 25-тысячники, как вели себя, кто с кем сражался. Я вообще считаю, что каждый из нас в нашей истории 37-38 год не поймет, если он не прочитает «Поднятую целину». Кто боролся, с кем боролся, против кого боролся, какая память у каждого еще вот с 30-х годов, с начала 30-х годов осталась и подошла к 37-му, к 38-му. Вот если вас заинтересует тема большого террора, как его называли у нас в 90-е, как нам с Запада рассказывают, тема репрессий, обязательно нужно сначала прочитать «Поднятую целину», а потом уже обдумывать или рассуждать на эту тему. Ну и вот можно посмотреть, что сам Шолохов говорил, ну, в частности, о романе «Они сражались за Родину». В романе мне хотелось показать наших людей, наш народ, источник его героизма. И в самых простых картинках он это все показывает, ну, картинках условно говорю, в самых простых разговорах, образах, в характерах людей, те истории, те рассказы, которые они друг другу рассказывают, про окопную болезнь, которую в фильме нам рассказывает Некрасов, который сыграл Никулин. Вот попробуйте придумать окопную болезнь. Да нет, ее можно только услышать, только услышать. Или то, что Звягинцев в исполнении Бондарчука рассказывает Тихону, как его жена ударилась в литературу, в конце концов у нее на этой почве поменялись мозги, она ушла от него, а теперь, говорит, письма пишет, меня почему-то Цыпа называет. Вот захотите придумать такое, никогда в жизни не придумаете. Феномен русского национального характера. Что Шолохов закладывал в своих героев? Ну вот можно увидеть. Патриотизм и верность к родине. Сегодня в открытую, ну, сегодня уже, да, патриотизм можно говорить. А вот еще 10-15 лет назад слово «патриотизм» было полуругательным словом. Назвать себя патриотом, вот я себя называю патриотом, назвать себя патриотом еще вчера было не очень-то камильфо. Сегодня, слава богу, мы меняемся. А у Шолохова это в полный рост. Попробуйте его не изучать и быть полным патриотом. Ну, может, у кого и получается, но я бы посоветовал почитать. «Мужество и отвага». Копытовский в роли Бурков его играет. Ну, слушайте, ну вообще человек из себя не представляет, может быть, ничего. А герой, самый настоящий герой, и не отступит, и Лопахина своего не бросит. И патрон противотанковый ему положит, когда нужно сбить самолет, сбить Мессершмитт. Стойкость духа, да, стойкость не только физическая, но и стойкость самого духа. И тот же Звягинцев, вот, когда он под инструментами смоктуновского хирурга лежит и терпит эту боль, говорит, делай, что хочешь с моим телом, только сапоги мои не режь, потому что сапоги мне очень больно, трудно достались. И как они потом, после этого ада, настоящего ада, просятся, оставьте меня только обязательно в строю, чтобы я дальше воевал. И как для них дорого было, что полк не расформирует. А почему не расформирует? Потому что честь полка сохранена, потому что все потеряли, можно сказать, здоровье людей, а знамя сохранили. Это очень важно. И вот на таких простых вещах воспитываются. И способность к состраданию. Ну, сегодня модное слово эмпатия. Он это словом эмпатия не называет, но сострадание он показывает, каким образом можно относиться и к товарищам своим. И у него во многих рассказах это, допустим, вот рассказ «Жеребенок», даже белые стрелять перестали по красногвардейцу, который на ту сторону
с жеребенком плыл. И пока не доплыл, оттуда свой роковой выстрел не сделали. И все это у Шолохова есть. Ну и хотелось бы рассказать про историю создания. Я не знаю, есть у меня пару минут? Есть? Есть, да. Вообще, они сражались за Родину. Великий и роман, и очень многострадальный. Потому что, ну, как он сам говорит, я вообще его начал писать с середины, с веселинки. То есть у меня было туловище, к которому я потом приделывал ноги, приделывал голову. А почему с веселинки? Вот действительно, почему с веселинки? А потому что в окопе жизнь, война, она очень однообразная. Я вот сегодня бываю в зоне СВО, с бойцами разговариваю, они говорят, вот поговорить с обычным гражданским человеком, который приезжает, это для нас такой вздох. И потому что однообразие идет. Война, 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 война. И для них сам Шолохов был военкором, приезжал в войска в 1941 году в основном, потом в самом начале 1942-го ужаснейшую контузию получил. И он приезжает и смотрит, а что читают? Что читают бойцы? И вот вы не поверите, больше всего читали, зачитывали до дыр такие вещи, как романы Жюль Верна. Романы Жюль Верна. Твардовский, мы знаем, Теркина своего писал. То есть сколько там юмора, сколько задора, сколько любви к жизни. И именно вот с этого момента, именно эти вещи начинает описывать в своем романе, ну, они по главам выходили, начинает описывать и Шолохов. И потом время идет, а у него накапливается все больше и больше и больше материала. Уже после войны он встретился с одним генералом, Лукин, великий генерал 19-й армии, под Смоленском, возглавлял потом в операции «Тайфун» под Москвой. Ногу потерял, руку тоже обвисла. Его взяли в плен, и до конца войны он отсидел в плену. Потом вернулся, его реабилитировали, и вот именно с ним разговаривает Шолохов, и он ему очень много рассказывает, как генералы наши подошли к войне, как некоторые из них прошли репрессии. Ну, Лукин репрессирован был, его понизили в звании, выговор ему объявили. Это тоже называлось репрессиями. То есть не всех сажали, не всех расстреливали. Понижали тоже было. Как он через все это прошел, как он не сдался в плену. И в том числе о нем хочет написать Шолохов. И даже есть такое мнение, что написал. Только опубликовать не дали. А в конце он рукопись сжег. Не только Гоголь рукописи сжигала, еще и Шолохов последнюю часть «Они сражались за Родину» сжег. Поэтому то, что мы видим в фильме, это всего лишь отдельные главы, которые успели быть напечатанными. Он постоянно подходил к руководству страны и просил: дайте мне писать так, как я хочу. А ему давали больше, чем кому бы то ни было другому. Давали, позволяли. Его дочь говорит, что он был анархистом в самом лучшем смысле этого слова. Ему давали, ну уж и перебарщивать тоже, говорят, нельзя. Ну и вот поэтому Сталин его очень любил с ним разговаривать. В 1940 году он закончил «Тихий Дон», ему 35 лет, они встречаются между собой. Но потом Сталин охладел к нему в 12-м томе, откритиковал его после этого. 4 года, с 49 по 53 вообще не печатали, совершенно не печатали. Потом он с Хрущевым, в общем-то, был в неплохих отношениях. Но и Хрущев сказал, что всего писать не надо, повредишь. Ну, а потом, когда пришел уже Брежнев, в конце концов, ему вообще сказал, что пусть до него дошли последние главы этого романа. Он говорит, пусть занимается батальными картинами, батальными сценами и не лезет в высокую политику, так сказал Брежнев. Ну и, в общем, мы сегодня имеем только часть из того наследия, которое в этот роман заложил Шолохов. Но даже эта часть, как вот было сказано, она великая. И чтобы понять, кто воевал, экранизируемая. кто воевал, за что воевал, с какими мыслями воевал, давайте будем
изучать Шолохова, смотреть его фильмы. Хотя книги намного сильнее. Он вообще сначала отказался на то, чтобы по его книге фильм делали, потому что считал, что фильм портит книгу. Но в конце концов согласился. И сам выбрал место недалеко от Вешенской, кстати. Там. Именно оттуда потом мы пойдем в наступление на Сталинград в 1942 году. Именно из этого места. И великий фильм, великий писатель, великий художник, великий народ. Сергей Васильевич, спасибо вам большое. И мы хотим поговорить про экранизации, потому что их было 20 художественных фильмов, было снято по романам Шолоховой. Давайте сейчас сначала взглянем на экран и посмотрим нарезки. Чудо с конем не стоптал. Ну, как Степан твой собрался? А тебе чего? Какая? Спросить, что нельзя? Собрался, ну. Остаешься, стал быть, залмеркой? Стал быть так. Небось, будешь скучать по мужу, да? А то как же. Ты вот женись, а после узнаешь, скучаете, а нет, подружечки. Эти бабы аж рады, как мужик проводит. Наша Дарья без Петра толстеть начинает. Муж он не уж. Потянет кровя. Тебя скоро обженим? Не знаю, как батя. Должно после службы. Молодой ж, не жени. А что? Сухота одна. Охоты нет жениться. Какая-нибудь и так полезет. Пусти, Гришка. А не пущу. Ну не дури мне мужа сбирать. Пусти, дьявол, вон люди увидят, что подумают. Манюшка, а ты знаешь, кто я такой? Да. Я твой отец. Пойди спытай у соседей, они тебе скажут. У меня 3 сына и зять на фронте. А 4-го младшего сынка убили в Севастополе городе. Понял? Стороне ты человек чужой, потому я с тобой так по-мирному и разговариваю. А заявись, сыны, я бы их на вас не пустила. Благословил бы палкой через лоб и сказал бы своим материнским словом: взялись воевать, так воюйте окаянные как следует. Не таскайте за собой супротивника через всю державу. Не срамите перед людьми свою старуху-мать. Извини, мать. Извини. Поговорил, как меда напился. Эй, служивый, погоди-ка. Посуду тогда принеси. Ну что же, мы люди не гордые, можно взять. Спасибо, мамаша. Спасибо. По романам Шолохова, я уже сказала, снято было 20 художественных произведений. Но мне кажется, особенность в том, что все эти 20, они гениальны.
И мы составляли как-то список фильмов, которые формируют вкус у зрителя. И вот экранизацию Шолохова у нас шли практически на первых местах, потому что то, как гениально играют актеры, то, как показана материальная культура, и все фильмы действительно потрясающие. Юрий Александрович, к вам вопрос. Почему именно тексты Шолохова так кинематографичны? Потому что экранизируют, например, Толстого в том числе. Около 30 фильмов, насколько я помню. Чехова экранизируют. И есть какие-то удачные фильмы, есть менее удачные, какие-то провальные. А если посмотреть Шолохова, я посмотрела почти все фильмы, они все прекрасные. В чем секрет? Каждый конкретный случай нуждается в особом объяснении. Но я думаю, что есть и какие-то общие основания и причины. Вот согласитесь, что фрагменты фильмов, которые мы смотрели, ну просто невозможно смотреть спокойно, потому что это пронизывает души, пронизывает сердца так, что называется, слезы на глазах. И я думаю, что когда читаешь художественные произведения, еще более ощущаешь особую такую эмоциональную насыщенность этого произведения и этого конкретного эпизода, потому что фрагменты фильмов мы смотрим сообща с вами, а читая художественные произведения, мы общаемся наедине с автором, наедине с этим художественным текстом. Это во-первых. Во-вторых, действительно, я думаю, что Шолохов, в отличие от многих других, даже замечательных, даже великолепных писателей, отличается удивительной проникновенностью в самые глубины человеческого сердца. Вот этот эпизод, когда из фильма «Судьба человека» маленький мальчик спрашивает: «Кто ты?» А тот отвечает: «Я твой отец». «Папка!» — кричит он. Ну разве можно выдержать совершенно спокойно это? Это же что-то самое сокровенное, самое глубокое. И Шолохов всегда сосредоточивает внимание именно на таких самых потрясающих эпизодах психологического переживания того или иного персонажа. Это характерно для всех его произведений. Не только для «Судьбы человека», но и, разумеется, для «Тихого дона» в первую очередь. Надрыв практически в каждой сцене, который разрывает твое сердце и душу. Да, совершенно верно. Но вы знаете, я хотел бы обратить внимание... Я еще не могу не заметить актерскую игру. Как играет этот мальчик. Боже мой. Маленький мальчик и настолько трогательно играет, сильно. Да, совершенно верно. Это как раз к вопросу о гениальности. Вот гениальное произведение требует особого мастера, который бы почувствовал и постарался сделать все возможное для того, чтобы передать эту гениальность в своем кинематографическом, в данном случае, произведении. Это действительно так. Сергей Васильевич, пару слов. Почему вы любите фильмы, экранизации по Шолохову? Показать по Шолохову. Вы сказали, что 20 фильмов было снято по нему. Да, но некоторые были в повторе. И тот же самый «Тихий дон», его снимали до Герасимова, его снимали после Герасимова. И, вы понимаете, просто Герасимов. Это Бог. Это Бог. Вот. Спасибо, просто можно сказать этим словом. Да. Мы только что видели, как у реки Анастасия Аксинья разговаривает с Григорием. Это шедевриально. Что он, что она, что Герасимов в этой... И когда я смотрел, значит, иностранцы тоже сняли фильм
И когда там француженка играет, Аксинью играет француженка, а английский, я извиняюсь, ну он действительно из ЛГБТ, он сыграл казака, которого Григорий играл. Ну, то есть вы понимаете, что они думают о нас и как они нас понимают и представляют. Только мы их понимаем и представляем. Ну и действительно, вот было какое-то время, я не знаю, это 60-е, 70-е годы, когда снимались такие шедевры, которые вот сейчас мы снимаем по второму разу, делаем ремейки, ремиксы и еще всякие всякие. Вот тогда это были вещи великие. Сегодня до туда не дотянуться. А очень жаль, потому что именно сегодня очень нужно до туда дотянуться. В такое время живем. Друзья, пожалуйста, пересмотрите экранизацию Шолохова, потому что вы получите неимоверное удовольствие. Сейчас у нас есть уникальная возможность задать специалистам вопросы. У нас будут ходить с микрофонами. Говорите, пожалуйста, в микрофоны, чтобы вас было лучше слышно. И можем начинать. Добрый день. Насколько судьба героев Шолохова соотносится с его собственной судьбой, на ваш взгляд? Также хотела бы спросить, кого из персонажей можно считать альтер-эго писателя? Ну, если можно, я тогда отвечу. Во-первых, очень интересный вопрос, касающийся в сущности сопоставления судеб персонажей и судьбы автора. Вы знаете, судьба Михаила Александровича Шолохова настолько потрясающая, глубока и в определенной мере трагична, что она вполне соответствует тем испытаниям, тем личностным потрясениям, которые переживают его персонажи. Это может быть проиллюстрировано, скажем, событиями, которые произошли с ним во время Великой Отечественной войны. Вот один из эпизодов, когда Шолохов летел в самолете, и самолет потерпел крушение. В результате в живых остался только один летчик и Шолохов. Но Шолохов получил такое тяжелое ранение, когда он буквально в течение месяцев не мог прийти в нормальное состояние. Вот дело же, разумеется, не только в этом, а в тех потрясениях, которые он переживал в 30-е годы, сражаясь за своих соотечественников, которые, вы понимаете, просто толпами приходили к нему, умоляя о помощи, о какой-то поддержке, потому что им угрожали и притеснениями, и дело доходило даже до смертельных решений. И Шолохов вызволял своих соотечественников из этих, казалось бы, безвыходных положений. Запомнился эпизод, когда Шолохов обратился к Берии, известный персонаж из ряда руководителей государства в 30-е годы, и просил во что бы то ни стало честно оценить деятельность человека, которому угрожала просто смертельная опасность. И при этом Шолохов сказал, что да я ручаюсь за честность этого человека своей головой. На что Берия тогда произнес слова, которые неоднократно повторялись по отношению к Шолохову. «У вас, Михаил Александрович, что и голов много, что вы каждый раз обращаетесь и согласны отдать свою голову». Вот эти поистине трагические ситуации, которые он переживал в предвоенное время особенно, они вполне соотносятся с теми трагедиями, которые изображены в его произведениях. Да, я добавлю. Мне кажется, полного прототипа
в его героях нет, то есть, как вы сказали, альтер-эго. Но есть некоторые вещи, которые он переживал. Ну, например, когда Аксинья уходит от своего законного мужа и начинает жить с Григорием, он эти вещи переживал не понаслышке, а он знает, что это такое на самом деле. Второй момент, он ведь в продразверстке участвовал. И с кулаками, он за бедноту был, с комбедами, он знает, что такое кулачье, что такое восставший середняк. И в своих многих рассказах, и донских рассказах, особенно вот «Нахаленок» рассказ небольшой, и, конечно же, в первую очередь, это «Поднятая целина», которую, кстати, сам он назвал «С кровью и потом». Это ему издатели сказали, что не пойдет такое название. Давай «Поднятая целина». Ну давай, вот поэтому там 25-тысячник, это Давыдов приехал, а там Нагульнов у нас такой с револьвером. Он это все очень хорошо знал. Вот это он пережил. Ну и вот только что было сказано, когда он действительно падает на самолете, в Куйбышев он летел, и 4 погибли. У летчика перелом позвоночника, и все, он уже не человек, а Шолохов получает мощнейшую контузию, сотрясение мозга, контузию, которая его потом будет не отпускать. И когда у нас Стрельцов, это которого Тихонов сыграл в фильме «Они сражались за Родину», когда он после бомбежки, у него там полностью пропал слух, все, вот, и слух не восстановился. Он знает, что это такое, что такое контузии. Поэтому многие вещи он вкладывал, им пережитые, он вкладывал в своих героев. Но вот чтобы кого-то одного назвать, как вы сказали, альтер-эго, я бы так не сказал. Сегодня мы с вами ознакомились, как смогли, с маленьким кусочком творчества Шолохова. Надеюсь, это будет маленький шаг к более длительному и масштабному изучению его творчества. И сейчас мы хотим вам показать маленький кусок, о чем говорит сам Михаил Александрович, без чего он не может жить. Смотрите на экраны. Пожалуй, творчество. Самое без чего жить трудно, как без хлеба. Работа. По-моему, гениально. Потому что творчество наше все. Я считаю, что творчество — это Бог в миниатюре, я так называю. Мы еще хотим поговорить о работах, которые вы сделали за последнее время. Да. Презентуйте, пожалуйста, в 2 словах. Да, спасибо за такую возможность. Уважаемые дорогие друзья, я представляю сотрудников Института мировой литературы, которые занимаются изучением, исследованием творчества Шолохова. И так случилось, судьба подарила нам вот такую возможность. Буквально накануне юбилея, буквально позавчера, мне передали несколько экземпляров из только что вышедшего тиража исследовательской работы. Вот эта книга, она называется «Научный комментарий художественных произведений Шолохова. Вопросы методологии и практика». Для нас это событие, но я надеюсь, что и для вас будет, потому что, понимаете, комментария к шолоховским произведениям по существу, научного комментария, пока еще не было. И мы вот в нескольких шагах от того, чтобы эту научную задачу решить. И еще на одно издание я хотел бы обратить внимание. В моих руках журнал «Мир Шолохова». Это научно-просветительский общенациональный журнал, в котором самые последние достижения шолоховедения представлены в полном объеме. Читайте, вы все узнаете. Спасибо. Друзья, спасибо вам большое, что вы сегодня собрались. Хочу обратить внимание на QR-код на экране. Там вы можете оставить свою обратную связь, написать какие-то, может быть, новые идеи, потому что мы планируем продолжать такие интересные встречи и лекции. И
Переходите на QR-код, и там же есть информация о сайте Национального центра «Россия». Будем очень рады вашей обратной связи. Спасибо вам большое.